Добрый день, дорогие козероги! Добро пожаловать на мой канал. И в этом видео я расскажу ваш гороскоп на сентябрь 2024 года. Да, дорогие, присаживайтесь поудобнее, включайте VPN, если у вас есть сложности с просмотром этого видео. А я начинаю. В сентябре у нас будет очень много астрономических и планетарных событий. У нас в первые недели сентября уходит в ретроградное движение Уран. У нас 1 сентября у нас Плутон возвращается в Козерога. Да, поэтому эту историю очень тонко ощутят именно козероги третьей декады. Ребят, кто смотрит меня впервые, козероги первой декады, кто родился в декабре, козероги второй декады, кто родился с 1 по 10 января, козероги третьей декады, кто родился с 11 января и до знака зодиака Водолей. Так вот, первую неделю сентября очень сильно прочувствуют именно козероги третьей декады, кто вот родился рядышком с Водолеем, да, то есть здесь будет очень большая, мощная, бурная работоспособность. Конечно же, если вы умеете с энергиями этих планет владеть, плюсом здесь еще и Нептун будет помогать, он тоже в ретроградном движении, в 30 градусе рыб, и будет делать классный секстиль именно для козерогов третьей декады. И если я не говорю про козерогов других декад, это не говорит, ребята, о том, что я вас как-то не люблю. Нет, это говорит о том, что у вас другие моменты будут проигрываться гораздо ярче. Например, у нас 2-3 сентября, в зависимости от того, в каком полушарии вы живете, у нас будет новолуние. Новолуние это будет в Деве, да? Это новолуние будет Солнце в оппозиции с Сатурном. Так вот, вот эту историю очень тонко прочувствуют именно козероги второй декады. Здесь появится у вас работоспособность, вы выстроите четкий план действий, вам захочется сделать больше, сделать максимум. То есть такое трезвая, я бы так сказала, придет история в жизнь, когда вы здраво посмотрите на свою жизнь, на свои возможности и на свои желания. Здесь главное вот в это новолуние прям четко себе и честно, максимально честно ответить на вопрос, что вы хотите от этой жизни, и тогда эта работоспособность, мотивация, активность и действия именно придут. Да? Здесь главное без, я бы так сказала, без лжи, без иллюзий, без обманов, да, ребят. Поэтому вот на первой неделе будет именно продуктивность, активность, мощь именно будет у козерога второй декады. Что касается козерогов первой декады, то здесь, ребят, скажу, что в первую неделю сентября у нас меняет свой знак Марс, который с Близнецов уходит в Рака. И здесь, конечно же, пойдет такой внутренний толчок, внутреннее действие, захочется активности, захочется мощи, но будет ощущение, что как-то не хватает сил, да, это козероги первой декады. Вроде силы желания есть, но много злости, обиды, напряжения, да. Здесь еще скажу, что у нас будет такая история, связанная именно в новолуние, да. У нас еще и тут кармические узлы стоят, я бы так сказала, делают квадраты к козерогам первой декады. И здесь, ребят, скажу так, что сентябрь у вас начнется именно с моментов, да, решения кармических своих вопросиков. То есть то, что вы не решили раньше, то, что вы не разобрались. А это именно связанные вопросы с партнерством, с личной жизнью, вопросы, связанные партнерство по бизнесу, в работе, умение договариваться, умение ставить, я бы так сказала, само дело, которым вы занимаетесь, именно во главу стола, потому что здесь история того, что на кону будут либо отношения с людьми, либо деньги. И эта история, вот нужно четко для себя понять, во что вкладываться. То есть если вы вкладываетесь только в деньги, то есть в финансовую, материальную сторону, в сторону комфорта, да, то тогда придется пожертвовать отношениями. И эта история, она такая, знаете, достаточно очень тонкая, потому что лично я считаю, что отношения, будь они деловые, будь они личностные, да, будь они в партнерстве, в браке, они гораздо важнее финансов. Просто потому что это валюта нового времени. Вот, ребят, как ни крути, у нас всегда было, то есть если вы
посмотрите на всю жизнь, проанализируете свою жизнь, то всегда отношения личные, они решают. То есть в личных отношениях, в классной коммуникации всегда и бизнес можно классно построить, да, и подняться, и решить какие-то спорные моменты по жизни, и вообще сложные моменты хорошо решаются. Здесь всегда такая есть история, какой ты в жизни человек. Поэтому здесь для козерогов первой декады очень важно пройти вот этот вот урок, потому что сложно будет на самом деле решить, выбрать, сообразить. А в сентябре задачи-то будут подкидываться не очень простые, да, поэтому здесь именно козерогам первой декады нужно именно разобраться в своем отношении к миру, в межличностных отношениях. Плюсом скажу, что очень много подводных камней будет в этих вопросах. Здесь еще и Лилит торчит, которая как бы вот говорит, что все вопросики, они такие не совсем приятные будут. Придется заглянуть в своих страхах, почему вы решаете именно таким образом моменты в своей жизни. И то есть эти отношения именно партнерские, да, почему вы предпочитаете рвать эти партнерские отношения, почему вы предпочитаете из них выходить, когда в принципе можно урегулировать и идти по жизни дальше, да, то есть вот такой момент отношений именно у козерогов первой декады, и такой начнется сентябрь, и я скажу, что он будет немножко штормить, да. Эта история у козерогов первой декады продлится до лунного затмения. Да, ребят, у нас еще в этом сентябре из мощных событий у нас новолуние, это начало месяца, да, 2-3 сентября. У нас еще полнолуние, которое и открывает коридор затмений, это 18 сентября, и полнолуние у нас будет в рыбах, да, то есть Луна будет в соединении с Нептуном, что, кстати, очень хорошо и выигрышно проиграется как раз-таки у козерогов третьей декады, но не очень, я бы так сказала, с точки зрения нравится, да, проиграется у козерогов первой декады. Поэтому, ребят, для того, чтобы не разочароваться, да, в этой истории, я все-таки за то, чтобы вы выводы сделали правильные, да, чтобы не рвали отношения в эмоциональном таком контексте, потому что захочется очень сильно. То есть вот эту историю, если вы эмоционально вытянете, тогда будет полегче, хорошо. Плюсом у нас еще между вот новолунием и полнолунием у нас еще, я бы так сказала, 2-я неделя сентября. В принципе, не скажу, что эта история очень сложная, напряженная. 2-я неделя сентября будет, в принципе, если вы занимаетесь развитием, если вы занимаетесь продвижением, если вы занимаетесь активными сферами своей жизни, учебой, то будет хорошее для этого времени, потому что здесь и у нас во 2-й неделе начинает сходиться 2-я и 3-я неделя Меркурий с Сатурном. Здесь история для учебы, для развития, для работы, которая вот в первую неделю за нее сложно браться, да, то есть она не дает такого должного заземления. А вот как раз-таки 2-я, 3-я неделя сентября продуктивная работа, работа, которая требует от нас усидчивости, работа, которая требует от нас новых знаний. Здесь и Юпитер такой в хорошем аспекте будет делать прекрасные аспекты, в принципе, и для козерогов. Венера в трине с Юпитером, которая хорошо идет на деньгозарабатывание в принципе, поэтому здесь главное этот момент удержать. Этот аспект, он очень классный, он благоприятный момент, как с точки зрения деньгозарабатывания, но очень часто люди на этом аспекте просто расслабляются и отдыхают, ничего не делают. Если же пустить этот момент в работоспособность, в действие, получится очень даже хорошо. Да, у нас к коридору затмений, к 18 сентябрю начинает также съезжаться квадратура Венера-Плутон, и эта история будет напряженно работать именно как раз-таки для
козерогов третьей декады, поэтому здесь, ребята, аккуратней. Захочется манипулировать, захочется ругаться, захочется выходить из отношений как финансовых, так и романтичных, любовных, поэтому здесь постарайтесь, что этот момент временный. Люди, кто умеет усмирить в себе своих же, я бы так сказала, тараканов, проходят этот сложный аспект, поднимаются на уровень выше и могут даже со вторыми половинками своими потом строить бизнес. Это аспект вообще очень классных партнерских взаимоотношений именно в финансах, построения бизнеса, поэтому здесь история покажет, какой силы вы человек, не просто амбициозно, умеете ли вы выдерживать сложные нагрузки, но вообще, в принципе, я так понимаю, что у козерогов третьей декады этот сентябрь пройдет при всех нагрузках, да, пройдет очень хорошо и благоприятно. Главное, усмирить силу вот этих планет, будет ощущение аврала, да, поэтому здесь делайте и не сдавайтесь. Козероги второй декады, у вас прекрасные аспекты и на освоение знаний, и на учебу, и на продвижение, и на то, чтобы трудиться, то есть заниматься делами, которые до этого было сложно разобрать, не хотелось за них браться, да. Козероги же первой декады, здесь, ребята, я бы максимально до коридора затмений все-таки отдала, я бы так сказала, должное время своим страхам, отсутствию взаимопонимания и межличностным отношениям, потому что это валюта будущего, кто бы что ни говорил, поэтому здесь вкладывайте в себя, в свое понимание, в отношения с близкими, с людьми, с которыми вам хотелось бы по жизни что-то построить, неважно, семья это, либо деловые отношения, и тогда получится хорошо. Итак, коридор затмений у нас открывается 18 сентября, заканчивается 2 октября. У нас начинается коридор затмений с лунного затмения, заканчивается с солнечного затмения. Тем самым на момент самого коридора затмения я не скажу, что это очень прекрасный, классный, гармоничный вот такой день. По крайней мере, для окружающих людей, кто окружает козерогов, будет день достаточно сложноватый. Будет сложный день для козерогов первой декады. Да? То есть коридор затмения откроет очень много, оголит историй, связанными с моментами именно отношений. Еще раз повторюсь, поэтому здесь, конечно, вот если вы максимально сильно, мощно вложитесь в отношения, то есть будете мыслями понимать, что так бывает, так случается, и некоторые моменты в отношениях вы просто затянули, и в них надо разобраться, то тогда будет хорошо. Разбирайтесь в этом. Марс идет по раку, делает квадраты на кармические узлы. Это сложно эмоционально в личных, в семейных отношениях очень сильно. Все, что будет случаться на работе, будет выплескиваться на близких, да, на вот такое эмоциональное состояние разрушающее. Поэтому здесь, козероги первой декады, не ругайтесь с близкими, цените их, хольте, лелейте. Этот момент временный, знайте, что это пройдет. То есть аспекты на небе, звездные события, это всегда, особенно коридор затмения, откладывает на нас отпечаток. Да? То есть мы всегда эмоциональны в этот момент. И 2 недели это всегда такая наша внутренняя проверка. Я не скажу, что здесь есть какие-то фатальные события, но в глобальном международном, да, плане здесь, конечно, коридоры затмений всегда несут след на глобальные события мировые. Но в жизни каждого отдельного человека мы несем все-таки ответственность за то, что у нас в этой жизни происходит. Поэтому, ребят, не скажу, что что-то фатальное случится, нет. Просто не ругайтесь, понимайте, что эмоциональный фон будет зашкален на эти 2 недели. Это я говорю про козерогов первой декады. Будьте милосердны, будьте снисходительны и понимающие, тогда понимаете, что все это пройдет. Пройдет коридор затмений, уйдет этот фон, уже в октябре вы будете чувствовать себя совершенно по-другому.
Козероги второй декады и, в принципе, козероги третьей декады, для вас эта история будет складываться очень даже хорошо. Несмотря на то, что эмоциональный фон будет зашкаливать, у вас будет подъем такой энергии, мощный, активный, продуктивный. Да? У козерога второй декады это все-таки более интеллектуальный подтекст. Да? Здесь нужно приложить знания, все, что мы знаем, все, что мы умеем, нашу коммуникацию, умение договариваться с людьми. Козероги третьей декады, здесь, ребят, скажу, что три мощные планеты высшие, и Уран, и Нептун, и Плутон, вам будут всячески помогать. Поэтому здесь используйте этот коридор затмений для того, чтобы сделать больше, проделать работу над ошибками, для того, чтобы как раз-таки этот момент использовать в плюс. Да, сложность будет в том, что энергии будет настолько много, и дел будет настолько много, потому что когда Уран в таком состоянии, ну, то есть с таким аспектом приходит, во-первых, это говорит о том, что, ну, если человек сильный, то обычно говорят, что вот это повезло, вот это классно, да, но когда энергии очень много, человек просто не справляется, аврал в работе, множество дел, и получается из плюсов получаются только минусы, да. Поэтому старайтесь организовать, создать структуру для того, чтобы сделать как можно больше, привлечь коллектив, помощников, для того, чтобы было хорошо. Закончится коридор затмений, и в принципе я скажу, что уже даже когда вот начнется сам коридор затмений под конец сентября, эта история будет очень даже классная на небе. Большой такой трин, в котором нужно усмирить в себе и коммуникацию, и гордыню, и все свои страхи. Да, это я сейчас говорю про всех козерогов, потому что здесь очень мощные такие кармические узлы. У всех получится по-разному. Сложнее, еще раз говорю, будет козерогам первой декады, но это не говорит о том, что у вас не получится. Это говорит о том, что вам пока сложнее, ребята, да. Но если сложно, и вы разобрались с этим и взяли эту планку, значит, вы в этом уже больше тонуть не будете. То есть это не будет уже влиять на вас. Да? Конечно, козерогам второй и третьей декады будет полегче, но главное уметь этой энергией грамотно распорядиться. Тогда получится в сентябре и заработать, и активный капитал связи нарастить, и прекрасно внедрить все свои знания, запустить новые проекты. Спросите меня, что делать в этот коридор затмений, стоит ли делать что-то новое или же старое. Ребят, по силам, если вы сможете в такой мощный эмоциональный момент жизни запустить что-то новое, делайте. Почему нет? Я не вижу для козерогов третьей декады вообще никаких остановок. Козерогам первой декады, в принципе, будет просто это сделать эмоционально сложно. Козероги второй декады, ребят, действуйте. Еще раз вам это говорю. Здесь в прекрасном аспекте будет Сатурн, ну а Марс будет, вам близкие будут говорить так, но это уже под конец сентября, будут прям постоянно намекать из-за угла, из-под тишка, на какие-то болевые точки давить, вас на эмоции выводить. Поэтому здесь не ведитесь тоже на эмоции, понимаете, что этот момент такой, он сложноватый, но вот близкие люди, да, ваша вторая половинка будет вам говорить, что именно нужно бы вот как бы вот сделать, чтобы подняться на уровень выше. Поэтому, ребята, здесь, понимаете, окружение для второй декады козерогов будет четко и грамотно говорить, что нужно делать для того, чтобы подняться. Да? Но вопрос, будет ли это нравиться или нет, надеюсь, ваша гордыня не будет, я бы так сказала, ущемлена. Поэтому, дорогие мои козероги, если вы меня спросите, каким будет для вас сентябрь 2024 года, я скажу, что очень даже продуктивным. Даже для козерогов первой декады. Здесь главное понимать, быть мудрыми и ощущать, что да, сейчас вот так, будет лучше. Если вы смотрели мои гороскопы уже на 2025 год, там подробно рассказала про каждый знак зодиака, про Козерога уже, естественно, тоже вышел, поэтому, ребят, в конце ролика обязательно прикреплю, посмотрите, как будет в 2025. И именно Козероги первой декады, вот сейчас в этот коридор затмений у вас закладываются ваши эмоции на 2025. Поэтому здесь очень важно пройти этот сентябрь достойно, и, ну, для того, чтобы еще и осень классно открыть, потому что у нас еще и октябрь и ноябрь. И я не скажу, что это будут ужасные месяца, да, чем спойлер небольшой, да, чем
мощнее и эмоционально вы вложитесь в этот сентябрь, именно Козероги первой декады, потому что он для вас будет сложнее, да, тем легче для вас будет и октябрь, и ноябрь. Поэтому я бы, конечно, вложила все свои эмоциональные силы в преодоление трудностей, страхов и сложностей во взаимоотношениях именно в сентябре. А лучше, конечно, в первых 2 неделях. Не хочется, конечно, не хочется. Нам хочется всем еще после лета полениться. Но вот заставляют нас всех, я бы так сказала, в рамки. Поэтому здесь, дорогие мои, я предлагаю действовать. Не сидеть, не ждать, когда придут обстоятельства, а делать заранее. Ребят, спасибо, что были здесь, что досмотрели это видео до конца. Если у вас остались вопросы, оставляйте в комментариях к этому видео. Я обязательно отвечу. Спасибо, что досмотрели до конца, и увидимся с вами в следующем ролике. Пока-пока.